Беженцем стал в 11 лет. Мы это вырежем. Никак. Никак? Марко! Почему моя фамилия на ОФ? Монами. Маньяна. Там у тебя неправильная фамилия, здесь у тебя неправильная национальность, ты не в том месте родился. Мерси, Хаджорутюн. Я с детства знаю, что я везде не свой. Ты вернулся в Баку? Мне никогда не нравилась Россия. Странно, конечно, в 8 утра шашлык, Там жили все армяне? плюс армянская община с понтами. Вайбер скачай, включи камеру, я тебе все объясню. Это, конечно, дичь. У нас в гостях замечательный человек, Александр, мой коллега. Мы вместе работаем в Министерстве финансов по программе ЕГОРТ, и я очень долго думал, как можно представить Александра, но я не представляю, как это сделать в одном предложении. У Александра 4 образования. 3,5. У тебя математическое образование, экономическое, психологическое и коучинговое. еще коучинговое. Это вот 0,5. Почему мы пригласили тебя? Потому что ты принял очень осознанное решение переехать в Армению. И у тебя были все возможности для того, чтобы остаться в Москве, для того, чтобы уехать в другую страну, но ты почему-то выбрал Армению. Именно об этом мы хотим сегодня поговорить. Давайте поговорим. Ты родился в Баку Да, в 76-м году. в 1976 году. Знаешь, меня очень удивило, когда ты сказал, что в Баку был армянский квартал. Ну, Конечно, Арменикенский район. Ну, Арменикенский, он же Насиминский район. Вообще Арменикент. Это назвали Арменикент вообще, вот эту всю территорию. расскажи, пожалуйста, как выглядел Баку для тебя, что ты помнишь о нем? Слушай, я не могу прям похвастать, что я очень много помню, хотя, собственно, я там жил до 11 лет, потому что Арменикент — это самый центр, школа у меня была в центре, и жили мы, есть такой дом сталинский, он именно сталинский, то есть это 17 подъездов, полностью закрытый двор с 2 футбольными полями, и там все вот эти поликлиники, хлебные, то есть мне, в принципе, никуда и не требовалось ходить по жизни, кроме вот школы, дом, да, и такой истории не было. Более того, из-за этого где-то, я не помню уже, сколько мне было, по-моему, до 10 лет у меня еще была няня, и я уговорил няню, мы на троллейбусе, короче, поехали на окраину города, потому что я сказал, слушайте, я хочу увидеть город. Ну, потому что я понимал, что я знаю, что вот просто я знаю вот центр, и очень маленький центр. И все, я не знаю города. И мы поехали, это была как целая экскурсия такая. Я посмотрел, как выглядит Баку. Но, конечно, как выглядит Баку, для меня вот Баку — это самый центр. Ну, и по жизни вообще, в принципе, любые города, где я жил, это для меня... Вот ты меня сейчас спросишь, как выглядит Ереван, я тебе тоже не скажу. То есть я знаю, как выглядит самый центр. Мгм. Ну, и в Москве также. Ну, то есть Мгм. как-то так моя жизнь всегда была устроена, что это... Маркуш, иди сюда. Что я не охватывал весь город. Ну, и страну в целом никогда не охватывал. Вот ты Иди говоришь, сюда. у нас в студии находится собака. Специальный гость. Да, специальный гость, тоже репатриант, скорее релокант. Марко! Рассказывай, как ты переехал в Армению. Скажи, в клетке, в багажном отделении самолета. А так нормально. Волнуется. Не волнуется. Пока волнуется, он так немножко треморит. Сейчас нет. Он бегал такой, поднимите меня, покажите. Я звезда. А, мы это вырежем. Маркуш, тебя вырежет. Нет, ни за что. Вот мне просто интересно понять, ты говоришь армянский квартал, Баку. Там жили все армяне? Как выглядел армянский Да, там квартал? очень много было армян. То есть я ходил в школу. Это была знаменитая 151-я школа. Это лучшая школа города. Там учился Каспаров. И он, собственно, много что сделал и для беженцев, и для школы. И у меня, мой класс был, это была там Вика Погосова, не Погосян, Леша Макартычев, ну, понятно, Макартычан, Ованесов Жорик, как бы я вот был, да, тоже Александр Нариманов. Мы все были с такими фамилиями на «ов», но это все были армяне. Точно так же, как наша преподавательница Осипова была. Ну, какая она? Ну, такая же Осипова, собственно, как и Макартычев. Вот. И это было, то есть это была очень сильная школа. Сильная в плане чего? Она все олимпиады выигрывала. Ну, то есть это реально сильная школа была. И это был такой район. И более того, вот некоторые, кто был в моем классе, они, допустим, были не из этого района. Но считалось, что армянам вот хорошо бы учиться там. Ну, то есть вот Баграмян у нас там еще. Ну, Баграмян, вот был Баграмян, один из немногих, у кого было прям на Ян.
Вот. Речь идет про маршала Баграмяна. Это его внук, верно? Это его внук, да, они жили прямо вот в нашем дворе, то есть еще в советское время, когда там им там этим маршалам что-то выдавали, вот им выдали 2 трехкомнатные квартиры, в углу у них такой красивый эркер был, где стояла подзорная труба. Вот. Да, он учился в нашем классе. Я хочу перепрыгнуть. Это очень интересная история. Расскажи, как ты встретил в Ереване. Это, получается, тоже внук маршала Баграмяна? Это внук, но по другой ветке. То есть мы с Марку пошли, ну, они там были сложности, а он тут, не привыкший к жаркому климату, простудил ноги под кондиционером. Ну, мы, в общем, ходили туда. И он мне дает визитку, и я, ну, дал и дал, как бы, ладно, я положил в карман, домой прихожу, открываю, смотрю, написано Микаэл Баграмян. Я думаю, интересно. Думаю, не такая частая фамилия в целом. Вот. И тут я по улице иду, а он, оказалось, еще и в доме моем живет. А я говорю, слушайте, а у вас такая фамилия интересная, Баграмян? Говорю, а вы случайно не знаете там Лешу и Кристину? Он говорит, ну да, это типа мои родственники. Я говорю, о, отлично, в нашем дворе жили. Леша и Кристина, это вот как раз и есть. Алексей это внук, а Кристина внучка. Кристина чуть старше меня, а Леша со мной погодки. Ну, то есть мы в один класс ходили. Вот. Ну вот оказалось, что, знаешь, такой мир круглый. Ну, вот. Где я, знаешь, там вот. Да, ну я, слушай, я тут в отделении банка встретил руководителя отделения банка Нариманян. Когда я делал сделку по покупке квартиры своей, она ее вела. Это было очень забавно. Нужно отметить, что фамилия Нариманян очень редкая. Да, не часто встречается. Хотя вот я так поспрашивал родственников, они там пока не дали положительного фидбэка, кто это. Мне всегда было интересно про такие города, как Баку, как Тбилиси, Тифлис, где, грубо говоря, очень большой процент армян был. Вот эта школа, 151-я, там были только армяне? Нет. Или там Нет, и азербайджанцы были, конечно, и русские? конечно. Да, да. Как- Слушай, у нас какой были процент? Гусейновы, там, ну, процент, я могу так сказать, полкласса, наверное, точно было армян. Если мы говорим про Баку, не то, что в Баку было много армян, я не могу сказать, что... У Баку другая особенность была. Баку до всех событий это была Кавказская Москва. То есть 75% жителей Баку были не азербайджанцы. То есть это был прям такой котел-котел. То есть я не могу сказать, что там большая часть была армян. Нет, ну было там армян много, ну может там 20%, 25%, ну то есть ощутимое количество. Но не то, что, знаешь, Баку был армянским. Нет, ну там много было евреев, много было русских. Ну, а в школе, да, так как эта школа и сама по себе в этом районе, и преподаватели, и репутация у школы, ну и плюс армянская община всегда немножко с понтами, потому да, там. Ну, слушай, ну как это? Мой сыночка не пойдет в школу, где учился мировой чемпион по шахматам. Ну нет, конечно. Тем более по шахматам, понимаешь, это же тоже же такая армянская замута про шахматы. Помню, что мы пришли, со мной собеседование, со мной и с родителями собеседование было больше часа, а то и 2. Там и вот эти тесты, когда по руке вводят, там и то, и разговор. Ну, то есть вот просто так от того, что ты армянин, ты автоматом туда не попадешь. Сейчас у тебя сохранилась связь с одноклассниками твоими? Слушай, нет. Нет? По той школе, наверное, ни с кем. Да, нет, ни с кем не сохранилось. А с кем-то из Баку? С кем-то из Баку? Да нет. Нет? Ну, слушай, я уехал в 11 лет, плюс родители постарались, как только события начались, они меня сразу отправили в Питер к тетке, и потом я вернулся только на сбор вещей, по большому счету. А, ты вернулся в Баку? Да, мы собрали вещи, и все, и уехали. Без проблем все было? У нас очень специфический двор был, то есть вот, несмотря на то, что он очень большой, 17 подъездов, да, во-первых, там давали непростым людям квартиры, и если кто-то продавал квартиру или как-то менялся жилец, об этом знали все 17 подъездов. То есть это настолько редкое событие было, что все жили достаточно дружно. И я тебе могу сказать, что когда мы уезжали, вот у нас наши соседи сверху, они просто стояли и плакали. Ну, они азербайджанцы, там большая семья. И когда были погромы, они нас все прятали. Ну, то есть там под страхом, что если нас у них найдут, им мало не покажется. Ты рассказывал, что у них было 8 детей. 8, да, очень много. Прям. Кто-то приходил к моему отцу учиться. Ну, то есть так как отец работал в Академии наук, он кого-то из них подтягивал по математике, я уже там не помню кого.
Ну, это было нормально. То есть это был вот дом, был как, я не знаю, дом как маленький город, в котором все всех знают и знают, за какими вопросами к кому обратиться. Кто там фотографии обучает, кто там еще чему-то. То есть такого, что прям... Это как в советских фильмах или ну, в таких старых фильмах. Этот колоритный двор, я думаю, это Да-да-да, прям... там вот эти инжиры росли, кипарисы. Ну, то есть и у меня вот эта нянечка моя, да, это вот эта прямо ходящая веб-камера. То есть она сидела во дворе и вот так мониторила, где я там, что там, ее задача была. Она проглядывала это все, значит, просто. Ну, двор большой, 2 футбольных поля во дворе. То есть Вау. это вот такой вот двор на 17 подъездов. И с этой стороны его закрывал Народный суд. То есть это фактически полностью так вся закрытая территория. В нее только 2 въезда и 1 проход такой арочный через это. И это такой здоровый дом. Вот как вот строили сталинский, именно не просто, что он каменные высокие потолки, а что еще в нем вся сфера бытового обслуживания находится в нем же. То есть тебе, в принципе, из него выходить не требуется никогда. Вы как-то решили вопрос с жильем? Ну, вы Ну, продали нам его повезло, мы или- продали, но как повезло? Мы продали за бесценок, просто большинство вообще кидали. Да, то есть мы продали, и удивительно, что и покупатель был приличный, он какой-то тоже из профессорской среды был. То есть, ну, по дешевке все равно продали. Ты, будучи ребенком, ты почувствовал, что что-то начинается? Я не знаю, не могу тебе сказать, потому что, может быть, это было какое-то шоковое состояние такое, потому что я помню, что я шел в школу, стояли танки, на них сидели люди, и мы к ним как-то даже спокойно подходили, что-то спрашивали. Но это уже не в разгар, конечно, а когда уже, собственно, ну, все-таки помощь пришла. Но, опять же, мы жили в самом центре. То есть до центра все-таки не допускали толпу. Хотя я видел, там я выхожу на улицу, по улице танки едут, ну, прямо у меня под окнами. Вот. Но это, конечно, было не самое приятное зрелище, мягко скажем. Но так сказать, что это нет. Я думаю, что просто я не очень сильно осознавал, наверное. Ну и плюс родители сделали все, чтобы меня там мгновенно оттуда отправить. А ты задавал вопросы родителям? Нет. У тебя были разговоры про идентичность? Типа, кто мы такие? Почему моя фамилия на Ов? Нет. Ну, то есть я знал, что мы армяне, что бабушка там из какой-то там семьи очень уважаемой. Бабушка вообще была там, она 1906 года рождения была, год огненной лошади. Но она вот прям реально была с каким-то таким невероятным здоровьем, памятью. То есть она у меня там, я в детстве помню, она мне Евгения Онегина наизусть читала, но его, мне кажется, даже мои ровесники-то не знают, она его целиком помнила. И их еще в царское время учили писать арабской вязью, она писала арабской вязью. Ну, то есть прямо не хватало памяти в 80 с лишним лет. Мне хочется прямо вывести в кадр свидетельство о рождении твоего деда Да. из царской России. Да, ну, Я- это дома лежит у нас. Да, ну, наверное, мы сможем это сделать. Если что, это будет здесь. На моем лице. Вместо лица Георга. Вы бежите в Армению? Первоначально, да. Первоначально в Армению. И тут тоже начались всякие события. Но на самом деле нас приняли крайне плохо. В общем, настолько плохо, что мы какое-то время просто жили у отца на работе. Вам не сдавали квартиры? Ну, поначалу, ну, во-первых, это надо было суметь снять, это нужны были деньги. Ну, в общем, там много было вопросов. И один раз нас даже обворовали. Ну, так скажем, впечатление ниже среднего было, мягко скажем. Сколько вы прожили в Армении? Суммарно, по-моему, 1,5 года. Ну, вот брат родился, буквально полгода, как он родился, и мы переехали. Он родился как раз в центральном роддоме Еревана. Мы с Александром как-то гуляем, и Александр такой говорит, это роддом, это центр города. Я говорю, как роддом? Он говорит, это роддом. Я говорю, не может быть. Он говорит, а зачем тогда здесь эти статуи с детьми? Я такой, господи, это действительно роддом. Не, и главное, что потом мы дальше проходим, из его дверей выходят пары, у них там ребенок говорит, это действующий роддом. Ну, а ты ожидал, что там будут непрерывно слышны крики или что? Как ты себе представлял роддом? Нет, я сейчас объясню, это около Seasons. Вот там, где елка стоит, там роддом. Вот это здание, которое на реконструкцию пустили. Рядом, не, реконструкция. Вот, и соседнее здание. Да, реконструкция – это здание бывшего Центрального банка Первой Республики Армения.
А следом в таком же стиле, но как раз уже на Маштоце, это роддом, центральный роддом. Он действующий. Да, вот видишь, он подтверждает. Твой папа пытался работать в Армении, да? Он работал в Армении в специальном конструкторском бюро. Оно находилось как раз в Егварте. Ну, чуть-чуть дальше Егварта, ближе к Еревану. Но как специальное конструкторское бюро, да, он работал. Ну, в Баку он работал в Академии наук, тут вот в специальном конструкторском бюро. По твоим ощущениям, Ереван уступал Баку тогдашнему? Нет. Нет? Мы приехали, когда еще не началось все. Ну, то есть, наверное, как бы по цифрам, да, как-то он, наверное, уступал. Но опять же, смотри, я сравниваю центр с центром. То есть, когда мы только приехали, в самое первое время мы жили на Комитаса, дом 1. А там были вот по Комитасу знаменитые вот эти кусты, которых стригли там под жирафов, еще под кого-то. Ну, мне кажется, сейчас стригут. Я не знаю, стригут, не стригут сейчас. Я просто в той части города сейчас не был. Ну, там вот, короче, две полосы, ну, встречного движения разделены были кустами. И их стригли под животных, это производило впечатление. Ну и там же рядом, соответственно, было пересечение Киевян и Баграмян, тоже достаточно крупная такая улица. Нет, вот для той части, я не могу сказать, что для меня визуально что-то отличалось от Баку. Ну, кроме того, что это не родной мне город, не сильно гостеприимный. В остальном обычная столица, каменная такая, с широкими улицами, с куда-то бегущими людьми. Нет, ничем таким она для меня... Ну, мне не казалось, что я переехал в меньшего размера город или меньшего статуса. Нет, такого ощущения не было. Вы уезжаете в Россию Да, спустя 1,5 года. да, отцу предложили работу. Замдиректора института в Санкт-Петербурге, тот, который запускал этих обезьян Гешу и Кешу в космос. И все, мы переезжаем под Питер, я там учусь в школе, потом я там иду в военное училище. И все, после военного училища я распределяюсь в Москву, и дальше уже с 98 года до 2022, собственно, сколько, 24 года, полжизни я провожу в Москве. Я родился в 98 году. Мы дошли до момента, как я родился. Да. Так. Окей. Ты рассказывал, что твой папа стал более религиозным. Да, что-то в нем такое сломалось, он стал... Ну, то есть, когда мы жили в Баку, он был такой совершенно абсолютный такой космополит, никаких таких проявлений националистичности не было. Ну, то есть, все было как-то очень... Вот советское, да, все люди братья, ты, вот это какая-то такая история была. А потом он стал как-то, причем это я заметил в Питере, он как-то стал резко ломаться, то есть он стал жестче, он стал религиозным неожиданно, потому что нас же здесь крестили, и это было не по его воле. То есть эта история была следующая. Так как мы терпеть не могли церковь, а бабушка у нас по маминой стороне, она была очень религиозная, она очень хотела, чтобы нас крестили, отец, как ему казалось, дал несбыточные обещания. И он сказал, что если уж креститься, то в Армении. Если в Армении, то уж непременно в Ичмиадзине. И ему казалось, что никогда такого произойти не может. Это произошло. Бабушка оказалась с крепкой памятью. Она сказала: «Зятек, кажется, ты обещал». Ну все, вариантов не было. Мы поехали в Ичмиадзин, нас там крестили, меня и брата. Вот. Ну, то есть это было не по его воле. А потом вот он резко поменялся. То есть это было после уже Армении. Потому что еще в Армении он как бы выполнял волю бабушки, не свою. Как ты думаешь, почему? Слушай, мне сложно судить почему, но может быть он такой нашел выход обиде, я не знаю, но не могу сказать. Мы не обсуждали с ним эту тему, то есть я по-прежнему не разделял его это увлечение. И не то, что мы как-то обходили эту тему, потребности не было ее обсуждать. То есть не было конфликтов на этом вопросе. То есть это как-то происходило с ним, внутри него. Он нас к этому не агитировал, не подтягивал. То есть не было повода поговорить. Ну, как бы вот ему нравится, окей, хорошо, мне не проблема. Ты когда-нибудь интересовался корнями своими
То есть до Баку. Да, не, ну слушай, я знал, что по линии бабушки это вот Алексаняны, они там владели даже какими-то нефтяными вышками еще до революции. По линии дедушки, вот Нариманяны, они карабахские. Ну, то есть какой-то минимум я знал, конечно. Мгм. Ну, то есть вы, грубо говоря, из этого региона. Да, ну бабушка больше бакинская, а дедушка был ну, корнями карабахскими. Вот. Как ты сам себе объяснял, вот ты ребенок, случается погромы, вы бежите в Армению, потом ты... Никак. Никак? У тебя не было саморефлексии, что произошло? Мгм. Мгм. Единственное, что я помню, что мое первое ощущение, когда мы приземлились, вот просто так открывается дверь самолета, я вообще понятия не имею, что такое Зворотнос, что такое Ереван. И я понял, что вот первый шаг, и я ощущаю, что мне здесь спокойно. Ну, то есть вот только на контрасте я понял, что там мне было неспокойно. А так сказать, что у меня была рефлексия. Не, рефлексии не было, но я просто понял, что вот как ты выходишь куда-то, где вот все безопасно. Как так это устроено? Ну, не могу тебе сказать. Так как рефлексии не было, ретроспективы это тяжело попытаться восстановить. Я помню только вот это яркое впечатление, что здесь мне спокойно. Все. Давай обсудим, как ты вернулся к Армении. Вот просто у меня в голове диссонанс. Получается, вас, не хочу использовать это слово, но выгоняют из Баку, не знаю, как еще сказать. Не принимают здесь, да. Да, не принимают в Армении, и по идее, ну, как мне кажется, естественная реакция озлобиться. Но при всем при этом ты вот живешь, развиваешься, Нет, я учишься. озлобился. Без всяких, это совершенно абсолютно точная формулировка. Но есть нюанс, мне никогда не нравилась Россия. Никогда. Ни в первый мой контакт, когда мне было лет 9, что ли, отец меня первый раз привозил, что-то показывал. Мне показалась какая-то сырая, холодная страна, плохо убранная. Не потом, когда мы переехали. То есть не было никогда... Когда мне говорят, ой, вот трам-пам-пам, что это вдруг, тебе Россия разонравилась? Да, мне никогда не нравилось. И более того, все, кто меня знает близко, хорошо это знали. И хорошо знали, что всегда в моих планах было уехать. Более того, мне радикально не нравилась погода. Там, в принципе, у меня не было никогда мысли оставаться, да. А с учетом того, когда я уже отстыковался от ЦБ, то есть от работы на дядю и перешел в работу на себя, в принципе, сам переход в работу на себя был именно связан с тем, что все, я хочу переехать. Если я хочу переехать, у меня должен быть источник дохода, который со мной всегда в моей сумке, а не привязан к походу куда-то в офис. То есть просто события это все дело подтолкнули и ускорили. Но на самом деле переход в психологию, это изначально было с целью уезжать. То есть я понимал, что я с детства хотел этим заниматься, у меня уже хороший большой жизненный опыт и различные переживания, мне нужно знание, и это знание должно быть монетизируемо, и монетизировано таким способом, что я могу с ним ездить. Ну, собственно, ковид это дело как это институциализировал с точки зрения, что занятия через ноутбук стали более распространен. То есть я оказался, мне всегда в жизни везло, отец всегда говорил такую фразу, он говорил, что ты родился с белым волосом в жопе, это означало, что мне по жизни везет, и он всегда говорил, что мне очень везет встретить нужных людей в нужное время. И у меня по жизни так и получалось, что когда совершал какие-то с виду резкие переходы, они оказывались в нужное время, в нужное место. Ну, то есть вот в психологии тоже это оказалось в нужное время, в нужное место. То есть как-то так, видимо, я созреваю, не знаю, по набору каких-то там ощущений, параметров, которые, может, я там не очень там саморефлексирую, но я понимаю, что все, как бы вот последняя красная линия, как бы ты или делаешь, или как бы ты тряпка. Все, идешь, делаешь. А когда ты ушел из ЦБ? В каком В году? 2018 году я уже ушел из ЦБ. Тебя спокойно отпустили? Слушай, ну, а что они могли сделать? Не уговаривали остаться, там, повышение зарплаты и т.д.? Нет. И ты с 2018 года начал двигаться в сторону отъезда, независимости, вот этой гибкости, ну, нет, в 18 я денег. прям сразу перешел, то есть я еще учился, я уже начал консультировать. Я достаточно мягко, быстро перешел. Я начал вести свой блог, неожиданно начала быстро расти подписка на меня, появились клиенты. У меня не было вот этого, что «ах, как это сложно». Нет, я как-то это воспринял как любую другую задачу. У этой задачи есть правила, ты должен хорошо выучиться, ты должен сделать себя как бренд себя продать, собственно, иди делай. У нас в профессии, да, есть такой параметр, что примерно 80% от учившихся впоследствии не работают.
у них страх начать работать, то все 50. У меня ничего такого не было. То есть я прям четко понимал, что да, я буду работать, мне для этого надо делать то, и все. А ты не рассматривал ситуацию, что ты приедешь в какую-то страну, там Армению или... На тот момент не была определена страна, я рассматривал несколько стран, то есть я рассматривал Штаты, так как там моя сводная сестра, и к тому времени я уже там был 3 или 4 раза. Я рассматривал Испанию, я рассматривал Францию, Португалию. Армении в шорт-листе не было близко. Но это было то, что называется теоретические рассуждения. Потом ты начинаешь что-то читать, смотреть, налоги, безопасность, там, и так далее. Армения вообще появилась совершенно случайным образом. Армения первый раз появилась в 2016 году. То есть я сюда прилетал в 2016 году, мы сидели с друзьями, они говорят, мы летим в Армению, ты, они хочешь с нами. Ну, не знаю, мы сидели в четверг, они летели в субботу. Я говорю, наверное, но билетов нет. Да какая проблема, типа, открой, купи билеты. Я прям открыл, купил билет и улетел через 2 дня. То есть это вообще была совершенно какая-то незапланированная история. И я прилетел, посмотрел. Мне, конечно, не понравилось в 2016 году. То есть если бы Армения сейчас выглядела так, как в 2016, то, конечно, абсолютно нет. Потом я встретил в Москве знакомого, он работал при посольстве, что-то мы разговорились, он говорит, а что ты не сделаешь паспорт? Я говорю, ой, слушай, ну это же надо ехать, жить, ты. Он говорит, да нет, ты что, анкету заполняешь, как бы предоставляешь документ, я вот как раз предоставлял тот документ, который ты хочешь показать, вот, свидетельство родителей, вот этот вот, и все, получаешь гражданство, и все, в 2019 году, как раз вот ковид, и мне приходит сообщение, что все, мне присвоено гражданство. Я спокойно отнесся, присвоено. Ну, то есть я, в принципе, спокойно отношусь к любым событиям, которые запланированы. То есть если там, не знаю, ну, чтобы ты не запланировал, меня это не впечатлит, если оно запланировано. Ну, просто, да, событие произошло, все хорошо. И как-то оно так спокойно лежало себе, постепенно как-то отваливались другие страны из списка, то есть достаточно быстро отвалились Штаты, потому что я понял, что так я работаю на себя, мой доход прямо связан с количеством времени, которое я трачу. У меня есть какой-то лайф-баланс, да, между работой. И я понимал, что вот сейчас вот комфортный мне лайф-баланс, при котором мне достаточно денег и достаточно свободного времени. А Штаты, условно говоря, стоят там, в 2 раза дороже Парижа. На вопрос, в 2 ли раза они лучше Парижа, ответ был точно нет. Ну, потому что я был и в Париже, и в Нью-Йорке, ну, точно нет. Соответственно, если ты хочешь продолжать двигаться в ту сторону, значит, ты просто должен в 2 раза больше работать. Окей, ради чего мне в 2 раза больше работать? Штаты отвалились. Оставалась Европа, до последнего оставалась Португалия, потому что Португалия мне просто безумно нравится. Она очень сильно во многих вещах таких, я странную вещь скажу, но похожа на Армению. Лиссабон похож, он весь такой кривой косой с подъемами, спусками. И такого количества людей с переломанными ногами, как в Лиссабоне, я нигде не видел. И он тоже весь очень странный. То есть вот ты приезжаешь в Армению, у тебя здесь все в туф закатано. А туда приезжаешь, у тебя все в азулежу это закатано. То есть нигде больше по Европе такого не увидишь. То есть он просто очень такой специфический колоритный город. И люди такие же. То есть они достаточно открытые. Они, как все южные европейцы, раздолбаи, но умеренные. То есть, допустим, испанцы – это просто катастрофа. У них там маньяна – это может означать завтра, а может означать через месяц. Ну, как бы. В Португалии нет. В Португалии не так. На 10-15 минут, конечно, кто-то может опоздать, но не так, что прям, да, маньяна, и эта маньяна уходит в бесконечность. Нет, там такого нет. И они открытые, могут подойти с тобой, заговорить. Очень похоже все. Очень все похоже. Но потом, когда уже, собственно, мы подошли к истории, что все, последняя красная линия с началом этой войны была пересечена, дальше уже был просто экономический анализ. То есть дальше у меня осталась Испания, Португалия, Франция, и уже к тому моменту была Армения. Испания быстро отвалилась по той причине, что на фоне еще этой войны мне Испания показалась, ну это мое личное суждение, неблагонадежной страной, потому что у них там есть этот пакт забвения. И я посчитал, что мне уже одна страна, которая закопала свое прошлое, а теперь его выкапывает, мне ее достаточно, чтобы не ехать во вторую такую же страну, которая тоже может начать в какой-то момент его выкапывать. Потому Испания вылетела, осталась Португалия, Франция. Дальше по налогам просто Португалия с Францией несравнимы, потому что во Франции налоги примерно в 2 раза ниже, но при этом понятно, что страна там порядка выше. Дальше стоял очень простой выбор, то есть когда я какое-то решение принял, дальше для меня любое решение просто переводится в формат проекта. Все, я понимаю, значит, ты должен поехать, обследовать Армению, если все окей, дальше просто садишь, смотришь, какие у тебя на текущий момент возможности, планы,
Ну, потому что надо понимать, французского языка у меня нет точно так же, как и португальского. То есть я их начинал учить, и я что-то там смогу сказать, там, здравствуйте, до свидания, меня зовут, но не больше. И все, я в 22 году, в марте, вылетел сюда на 2 недели. Обошел, посмотрел весь город. Мне знакомый показал. Ереван мне очень понравился, потому что между Ереваном 22 года и между Ереваном 16 года просто пропасть. Это просто пропасть. Это другой город. То есть, да, все вроде здания на своих местах, но 16 год он был такой депрессивный, это все было пошарпанное. Дорога из Вартноца, она и сейчас не красавица, но тогда это просто было ощущение, что ее просто после Второй мировой войны не восстановили и продолжают бомбить. То есть, она, ну, просто жесть какая-то была. Город депрессивный, вокруг висят эти неснятые плакаты с визитом Папы Римского. Я думаю, боже, что это за страна, где этот плакат, знаешь, это после того, как я с тобой поздоровался, я руку мыть не буду. И тут вот они, он же выцвел весь на этом ярком солнце, он же и он везде, и тут, и там, и сям. То есть это, я понял, что это единственное главное событие страны. То есть в 16 году это было ужасное зрелище. В 22 году я увидел просто совершенно другое все. То есть очень такой динамичный, улыбчивый город, события, люди, какие-то мероприятия происходят, винный фестиваль, такой, все купят, десятое. Просто это совершенно другой город был. Я принял решение, знакомый попросил, чтобы он искал мне квартиру, я ему обозначил дом, в котором я хотел бы жить. А я как раз выбрал дом, который вот, где весь дом, фасад в цветах, забыл, как он называется. Короче, там, где начинается винный фестиваль, потому что я сказал, я хочу выходить прямо на винный фестиваль. Вот, и после 3-4 квартиры он мне звонит, говорит, слушай, ты представляешь, говорит, Монами, я вспомнил, в этом доме, его называют дом Монами. Он говорит, слушай, в Монами есть квартира. Я говорю, ну иди смотри. Ну и в итоге, как бы, я снова оказался в нужное время, в нужном месте. Вот. И у меня была квартира прям вот в этом доме с выходом на винный фестиваль. В общем, мечты сбиваются, да, как у «Газпрома». Вот. Ну вот как-то так, да, я переехал. Ты говорил, что нынешний Ереван тебе чем-то напоминает советский Баку. Чем? Ну, движ, и то, что приехало большое количество релокантов, Армения же, ну и Ереван, это достаточно моноэтничная штука, а сейчас он, центр, так не выглядит. Я здесь слышу, ну только на слух я могу определить там английский, французский, испанский, португальский могу отличить. Но дальше я слышу еще какое-то количество языков, происхождения которых я даже не могу понять с точки зрения в общих чертах какая-то часть мира. Просто я понимаю, что люди говорят что-то, что по фонетическому ряду я даже не могу понять, что это. Ну, то есть, понятно, мы как там пытаемся определить там китайцев, японцев, там, да, еще там хорватов, можем как что-то там примерно. А тут просто дают какие-то такие звуки, и ты понимаешь, что это речь все-таки. Но ты даже не можешь понять, с какого региона эти люди, причем их внешне не понять, с какого, ну, то есть какой-то усредненный типаж, говорящий на какой-то совершенно тарабарщине. И в этом плане, да, это такой вот Ереван стал таким очень движовым городом. Получается, ты приезжаешь на 2 недели, изучаешь город снова, уезжаешь обратно в Москву. Да, 2 недели сборов. Ну, потому что на него необходимы были справки, его необходимо было приучить к клетке, потому что он никогда в ней не существовал. Это все время. То есть я понял, обычный бизнес-проект. То есть я понял, что у меня будет какая-то процедура подготовки. И так как, условно говоря, я в детстве уже был один раз беженцем, я понимаю, что нет, как бы сдернуться не подумав, это очень дорогое решение. Необходимо все-таки все просчитать, все распланировать, кто будет смотреть за квартирой, как будет лететь собака, как я буду управлять своими счетами и так далее. То есть это все необходимо было предусмотреть. Ну, 2 недели для меня достаточный срок, чтобы это все, условно говоря, переключить на те рельсы, на которые мне надо. Ты говорил, что Армении ты дал год времени. Да, на тот момент я считал, что я готов год посмотреть, потому что я понимал, что 2-недельное изучение, ну, это такое легкое касание, по которому ты много понять не можешь. И на это наслаивалось, конечно, детство, что меня здесь плохо приняли. То есть у меня было четкое условие, что если я еще раз это сейчас встречу, я просто соберусь и уеду. Я не буду никому ничего доказывать. Ну, то есть эта история, что там у тебя неправильная фамилия, здесь у тебя неправильная национальность, тут не ты не в том месте родился, 3-й раз я это слушать не стану. Потому я давал где-то, да, год посмотреть, как оно выглядит. Потом еще год. Как это, помнишь, в этом... про Винни-Пуха. И они еще посидели немножечко. Вот. Потом тот же знакомый
мой, который поспособствовал, чтобы я получил гражданство. А он меня очень хорошо знает. То есть мы в Москве плотно общались, он знал, кем я работаю, чем я работаю и так далее. И он мне говорит, слушай, тут есть такая программа iGoals, ты все равно не очень много занят. Ну, понятно, да, то есть у тебя много свободного времени. А Армении вот нужна эта штука. А ты не хотел бы размяться, ну, там, свои старые навыки как-то актуализировать, еще что-то? Я говорю, слушай, ну, в целом прикольно, наверное, можно посмотреть. Вот, и все, я подал заявление, мы пообщались с одними, с другими министерствами, в итоге Министерство финансов меня выбрало, и я тогда принял решение, в Москве я все продал, здесь все купил. Пока что тут. Ну, то есть теперь тоже некий испытательный срок, потому что теперь я уже в статусе местный-местный. Это ну, как переход через каждый статус, это ты что-то смотришь, да, что-то приемлемо как к туристу, что-то приемлемо как к гостю, что-то приемлемо как приехавшему на год. Так как с детства в результате той ситуации, в которую мы попали, у меня порождено хроническое недоверие, то я никогда не говорю, что все, ребят, я теперь ваш навеки. Нет, я сохраняю осторожность. Теперь вот новый какой-то испытательный срок, я смотрю, как получится стать местным. Армянский язык ты знаешь? Твоя моя понимает. Я как бы отучился 2 ступени от центра репатриации, закончил это на отлично, но я не разговариваю. То есть мне требуется время. Я могу говорить, то есть я могу построить фразу, но мне требуется много времени. И я понял, в принципе, почему. Потому что на всех языках, которые я учил, я говорить начинал резко. У меня не было переходного этапа никогда. И проанализировав, я понял, что я начинаю говорить в тот момент, когда у меня накапливается знание большого количества синонимов в повседневной речи. Потому что в этом случае, если я забыл одно слово, я быстро подставляю другое, и как бы у меня получается говорить гладко. На армянском у меня запас синонимов практически нулевой, потому мне тяжело говорить. То есть, если я запнулся, все, моя речь останавливается, дальше я уже не говорю, потому что все, как-то пауза повисла. Ну, уже переходи на другой язык. Ты уже выдал себя, что ты не знаешь этот язык. Потому, да, видимо, я, может быть, заговорю, когда у меня накопятся дополнительные синонимы, но, скорее всего, нет. Потому что, вы знаете, Ереван устроен так, что если вы начинаете говорить на русском или на английском, с вами переходит на этот же язык сразу. И, соответственно, подучивать слова не всегда просто. Либо переходит на русский. Да, не, на русский переход тоже весьма интересный. Я видел, ну, вот мы шли с друзьями, мы вот так вот идем по Баграмяна. Перед нами идет пара местных армян. Они разговаривают по-армянски, а мы до этого молчали. И они идут перед нами, то есть они нас не видят. И как только мы заговорили по-русски, они заговорили по-русски. Ну, то есть это какая-то услужливость, при которой выучить язык не очень просто. Про русский почему сказал? У Эдо Говсепяна в стендап-клубе есть шутка про то, что, дорогие граждане Армении, перестаньте говорить с индусами по-русски, они вас не понимают. Это как когда садишься в такси с друзьями, ты вроде говорил до этого по-русски, ну, потому что это твой первый язык, тебе удобно. Садишься в такси, а там таксист армянин, ты говоришь «баревдзес», и как-то автоматически все понимают, что надо говорить на армянском, чтобы, я не знаю, чтобы вызвать уважение у таксиста. А сегодня мы разговаривали на русском, и он в конце нам говорит «до свидания», а мы такие «мерси, хаджогутюн», и он продолжил на армянском. До того, как переехать в Армению, вообще нужно сказать, что я и Геворг, мы не планировали переезд в Армению. Для меня, вот как ты говоришь, это должен был быть план. То есть мне нужно было собраться, там, обдумать, решить, в какой последовательности я буду что делать. Но я понял, что так как я переехал, мне было наиболее комфортно. То есть я просто приехал, и знаешь, как мы принимали участие в волонтерской программе Birthright, и каждый месяц я приходил к менеджеру и говорил, давайте еще на месяц продлим. И вот так как-то я просто остался жить в Армении, потому что не хотелось уезжать. Из туристов, из гостей мы плавно перетекли в репатриантов. Не, у меня именно было прям решение, потому что я даже помню, что когда я приехал, мать мне сказала, ой, это ты же понимаешь, ты там будешь не свой. Я говорю, мам, это ты стала беженкой в 41 год? У тебя было какое-то, да, чувство оседлости, там еще чего-то такого. Я беженцем стал в 11 лет. Я с детства знаю, что я везде не свой. Мне вот, в общем, без разницы, где быть не своим.
Здесь, в Москве, в Ереване, в Нью-Йорке. Мне вот чувство дома у меня, к сожалению, отсутствует напрочь. Меня не надо уговаривать. То есть, если я принял решение, то меня уже ничего не остановит. То есть, вариантов, что я как-то так болезненно отстыковываюсь там, от каких-то корней, нет. Я и квартиру также принял решение. То есть, я принял продавать, и все. И как бы она была выставлена на продажу. Цена снижалась каждую неделю. Может быть, я продал дешевле, чем мог бы. Но просто я выставил план, что вот в этот промежуток квартира должна быть продана с убытками, не с убытками, все, как бы проект под названием «Россия» закрывается. А то, что когда я говорю, что я дал там Армении год, ну это то же самое, это план. Я могу его удлинить, но это не то, что я... То есть у меня есть какие-то ковенанты, если им соответствует, ну, происходит продление проекта. Моя история была к этому. Почему мы тебя позвали? Потому что у тебя очень осознанная позиция. То есть наш подкаст, он создан для того, чтобы показать людям, как мы действительно воспринимаем Армению. И мы не хотим приукрашивать и говорить, что все просто там сидят и видят, что Армения — это самое райское место на земле. Для многих так и есть. Но есть и другие люди, и их мнение тоже нужно учитывать. Не, Армения далеко не райское место, совершенно не райское. Но райских мест на земле, если честно, ну, я поездил по миру, я таких мест не знаю. Везде есть свои особенности, и лучшее для вас то место, которое подходит под ваши, не знаю, жизненные приоритеты, что ли, или про то, как вы хотите жить. И эта страна для вас будет самая лучшая. Ну, для кого-то Иран — это одище, а для кого-то это прям вот страна мечты. Это вопрос попадания в ожидание, что вы ждете. Ну, это вот уже да, психологическое, да, вот это коучинговое. Там есть такое понятие корневая ценность. Если вы ее хорошо понимаете, прям хорошо понимаете, что это для вас ценность, вам несложно принимать решения. В какой стране жить, в какой фирме работать. То есть я раньше это принимал на ощупь, а сейчас я просто сразу отобью предложение компании, если я понимаю, что не соответствует моим ценностям. Я не уработаюсь в ней. Не получится. Я даже не теряю на нее время. Я не теряю иностранное время также точно. То есть эта история не про то, что Армения идеальная страна. Вообще ни разу не идеальная. Она идеально подходит, она в шорт-листе тех стран, которые подходят под мои ценности. Давай вот про это поговорим. Почему ты выбираешь Армению сейчас? Мне важна история, связанная со свободой и с демократией. При этом понятно, что это параметр не абсолютный. Где-то свободнее, где-то демократичнее. Да? Есть еще то, что называется тренд, куда страна движется. Понятно, что там немаловажную роль играет фактор личности. На Кавказе, в принципе, в особенности, потому что я ни разу что-то не помню, чтобы на Кавказе кто-то из руководителей был не харизматичный. То есть, как правило, первое лицо государства все равно тебе говорит о том, ну, каково это государство сейчас конкретно. И мне нравится первое лицо. Я его называю там местный Черчилль или как его там назвать, но это такой реформатор, который весьма резкий, насколько это возможно, ну, кому-то хотелось бы быстрее, но мне кажется, он достаточно резкий. По сумме параметров мне это нравится. Ну, то есть здесь свободно, и страна движется в сторону увеличения законности, того, чтобы право было все-таки сплошным и равным, и так далее. Да? Ну, то есть этот тренд мне нравится. Он, скажем так, перпендикулярен российскому, что уже хорошо. А вот если брать какие-то бытовые вещи или там на уровне комфорта, я помню, ты говорил, что тебе в Армении спокойно, безопасно. Да. Ну, я не знаю, чем это обеспечивается. Это, может быть, люди, которые идут со спокойным лицом, потому что у нас есть же, да, зеркальные нейроны. Если вокруг тебя идут люди с напряженным лицом, то ты тоже как начнешь напрягаться. Я думаю, что это люди, я думаю, что это крайне низкий вот этот уровень преступности, когда ты там, я не знаю, сел на веранде, открыл ноутбук, ушел, пришел, и он лежит там же, разблокированный, и никто его не взял. Ну, как бы, наверное, это создает некоторое ощущение спокойствия, когда они теряют твои документы, не давая тебе никаких расписок. Наверное, все это как-то формирует такое спокойствие. Расскажи, как однажды ты пошел что-то оплачивать, и тебе помогла Да, девушка. не что-то. Это было, я открывал ИП. Ну, и там как-то служба одного окна, ты приходишь, что там говоришь, там по какой статье что ты хочешь ответ, тебе открывают, тебе дают в какой-то момент квиток, его надо пойти оплатить.
И тут везде вот у этих киосков оплаты всегда стоят вот эти тетушки-помогаторы. И я думаю, блин, ну как бы окей, странно, ну ладно, окей. Она же мне не мешает в конце концов. Вот. Ну, потому что у меня всегда ощущение, что мне на листке написали сумму и код из 10 цифр, а я не настолько тупой, чтобы этот код не набрать. Ну ладно, и он написан не по-армянски, да, вроде здесь обычные цифры. Вот. Думаю, ладно, хорошо. Ну, и, значит, там начинаю набирать, а у меня почему-то на тот момент было ощущение, что вот этот вот терминал, он принимает и карты. Оказалось, что он карты не принимает, только кэш. И мы были со знакомым, я говорю, слушай, ну пойди с ними в банкомате наличные, я пойду пока это подожду, оплатим. Ну и все, как бы он уходит снимать, я иду обратно к окошку, ну жду, пока он придет, что мне делать. Минут проходит, подходит эта девушка и вручает мне чек об оплате моих пошлин. То есть она из своих денег оплатила за меня. Она вообще первый раз меня в жизни видит, кто я ей, никто я ей, буду я здесь вообще второй раз. Ну, то есть, вот, это доверие, да, а доверие – это косвенный, наверное, параметр спокойствия, но я могу сказать, что москвичам здесь тяжело, мне, как москвичу, тяжело. То есть, я понимаю, что она мне доверяет, и мне надо бы как-то ей выдать встречный кредит доверия, но это упражнение. К этому надо привыкать. Более того, здесь вот есть эта специфика, что что-то, какие-то вещи делаются на устных договоренностях, ну, для меня, как для человека, который 24 года прожил в Москве, это, конечно, дичь, вот, но тот опыт взаимодействия, который у меня был в рамках этих правил, он положительный. То есть он не перестает быть для меня дичью, но я понимаю, что здесь так, ну, это работает. Окей. Ну, и вот это как во всех южных странах, что в той же Португалии, Испании, в Армении, везде желательно прийти, поговорить и посмотреть в глаза. Вот история, что вы написали по имейлу, пожалуйста, предоставьте мне там то-то, вот ваш имейл там куда-то улетел сразу в шредер там, или в помойку. Просто ответа не будет. А пришел, поговорил, все твои проблемы решили. Мне это постоянно надо держать в голове и помнить так, смотри, письма в помойку, значит, жопу от стула оторвал и пошел говорить. Вот это... У меня такая же история была, мне надо было же на кухне там что-то переделать. Я, естественно, вот там сервисы, варпет, там еще какой-то. Какие-то тупые звонки, мы вам приедем за 3000 драм, только посмотрим, что у вас там. Я думаю, да идите вы, как бы я знаю, что у меня там. Я думаю, ну катастрофа, я так вообще ничего не отремонтирую. Потом я вспомнил, думаю, блин, ну ты же сам дебил говоришь всем, что пойдите, поделитесь своей болью. Как раз я ходил на курс армянского. Я пришел на курс армянского, говорю, слушайте, вообще, вот такая моя боль, кухню надо переделать. Мне говорят, а у нас есть знакомый, трам-пам-пам, вот он все там это делал. Мне сделали вообще просто шикарно. То есть я так как ее не всю переделал, а кусочек, вы придете, вы не отличите, где старый, где новый. То есть ее сделали шикарно. Но вот этот принцип «пойди поговори, поделись своей болью, и тебе найдут решение», вот он работает. Его просто постоянно надо не забывать. То есть как только ты скатываешься в то, что «ой, давайте я найду сервис», ну, окей, ну, скорее нет. Но это вот эта контактность, конечно, к ней надо привыкнуть. То есть ты просто должен себе в голову забить правило, что окей, здесь так. И это нормально. У нас есть знакомый, который чинил котел, вот этот индивидуальный. Он по листу АМ нашел специалиста. Он звонит ему, говорит, где у тебя дом? Говорит, ну, в центре, где-то в центре. Говорит, мне долго ехать, я не поеду. Он говорит, а что мне делать? Вайбер скачай, включи камеру, я тебе все объясню. И они неделю общались, в итоге он починил, и он говорит, куда мне деньги скинуть? Он говорит, да какие деньги, я же тебе ничего не делал. Просто пообщались, ну и все, и на этом все. И такие истории иногда так удивляют. Ну, у меня вот с ветеринаром то же самое, у него что с глазами стало, я пришел, он говорит, слушай, это конъюнктивит. Я говорю, что? Он говорит, ну вот это ему купи и капай. Я говорю, сколько я должен? Он говорит, блядь, я с тобой 2 минуты общался, что ты мне должен? Ничего не должен. Вот, ну да. Но тут дедушка сказал, типа, почему платить, я же не приехал. Нам было важно, чтобы он приехал. Он за это деньги берет. По твоему мнению, кому Армения не подойдет? Ну, те, кто любят порядок и собянинскую плитку, точно нет. Для всех, для них, если не Россия, то это страны северной и очень северной Европы. Там, где вот это правило хождения строем. То есть им не только Армения не подойдет, им в принципе не подойдут никакие страны Южной Европы. Им также не подойдет Испания, им также не подойдет Португалия с Италией, потому что там точно так же все устроено на личном контакте, посмотреть в глаза, никогда не приходить никуда вовремя. Это вообще просто какое-то неприличие.
прийти вовремя. Видишь, я уже перестроился сегодня. Видишь, я сегодня на 10 минут Я- опоздал. Я в 10 часов такой на стрессе, я такой, где Александр? А потом вижу, ты так вальяжно идешь. Не, ну все, я уже В 10:05. настроил. Я уже понял, что не надо пугать людей пунктуальностью, потому что их, а что ты пришел вовремя, да? Что-то такое. Вот. На самом деле, я тебе могу сказать, что для меня было такое некоторое исследование продуктивности, то есть я привык в Москве, да, вот эта плановость. Тун-тун-тун, я делаю там чуть ли там, я заложил, значит, у меня 3 минуты на спуск по эскалатору, 12 минут ехать, 3 минуты подняться, у меня весь день распланирован, все у меня здесь это просто все летит в помойку, здесь ничего не работает, никто не окажется в нужное время в нужном месте, даже если вы 50 раз договорились. И в какой-то момент, мне, кстати, повезло, я как раз выпил, я был расстроен был, выпил вина так хорошенько и пошел делать дела в таком планирующем режиме, и у меня оказалась офигительная продуктивность дня. Я понял, так, значит, здесь не надо ничего жестко привязывать ко времени. У тебя просто ты берешь какие-то несколько крупных дел, несколько добивочных, и у меня продуктивность та же. Просто по-другому устроено отношение к продуктивности. Но сказать, что я здесь за день успеваю меньше, нет, я за день здесь могу тоже объехать, там, если мне нужно получить какое-то количество справок, зарегистрироваться, там еще что-то с квартиры, там еще что-то. Нет, все я сделаю в том же объеме, что и в Москве, просто оно все будет... Ты должен быть непрерывно в таком скаме наметить день. Тогда он у тебя получится. Если ты попытаешься его растабличить в помойку, но это то же самое, собянинская ровная плитка или вот здесь вот эти вот странно положенные плитки. Вот как у вас положена плитка, так же устроен день. Если он строится так, тогда вы продуктивны. Если вы пытаетесь свой день построить как собянинскую плитку, вообще в помойку. Ничего не выйдет. Собянинская плитка здесь плохо ложится. Слава богу. Послушав тебя, я делаю такой вывод, что один из способов сделать то, что ты хочешь, это подойти вот так вот ответственно. Я всегда отделяю эмоции от процедуры выбора. То есть, допустим, квартиры, да, я смотрел. Я смотрел большое количество квартир, из которых мне понравилось какое-то маленькое. И вот эти маленькие я уже забил в таблицу Excel с параметрами. Даже те параметры, которые ощущенческие, даже их я оцифровал, потому что у меня есть правило, что когда ты принимаешь узловое какое-то ключевое решение, оно должно быть холодным. Даже если, условно говоря, квартира – это вещь, в которой ты живешь, она должна быть приятной, да? Но все равно ты можешь сказать, там, вот ты посмотрел 5, да? Окей, значит, 5 баллов, расставляешь им от 1 до 5. То есть ты все равно должен принять решение, глядя в таблицу, потому что можете, ой, вот там из окна что-то лучше видно, еще что-то. Нет. Если ты хочешь в последующие годы не жалеть, ты должен решение принять холодным. Эмоции должны быть до решения и после него. В процессе решения эмоций быть не должно. То же самое с выбором страны. Ты приехал, она тебе понравилась, она офигенная, все, начинаешь оцифровывать и класть в таблицу. Когда ты положил, как я сделал, да, там, налоги, там еще что-то там, да, уровень преступности, это все уложено было в таблицу. То есть на момент принятия решения я его всегда принимаю холодным. В итоге мне Армения понравилась до принятия решения и после принятия решения. Но не в процессе. То есть в процессе принятия решения я от эмоций отстраняюсь, потому что это риск принять не то решение. Я хочу обязательно еще об этом поговорить. О чем? У нас мало времени на самом деле, но знаешь, я вот замечаю, что у многих армян, как местных, так и приехавших, есть какая-то беспомощность. Они вот любят сказать, что ну вот посмотрите, как все строится, а так и всегда. И начинают вот привязывать какой-то предыдущий опыт. И вот мне кажется, что вот ты как пример того, как делать не нужно. Точнее, как им делать не нужно. Мы это вырежем. Нет, как делать нужно. Потому что ты просто делаешь. И вот я хочу пару таких примеров рассказать. Вот, к примеру, про то, как ты ходил в магазин, и там были сливки, которые тебе не понравились. Да. Расскажи, пожалуйста, про это. Ну, у меня есть сливки, которые я люблю, местного производства. Я их всегда беру, всегда вообще. И тут я беру, прихожу, пакет, я понимаю, что они кислые, я прям их просто выдавливаю из пакета, да, то есть они прям хорошенько так свернулись. Думаю, ладно, окей, хорошо. Иду, потом, значит, спустя какое-то время покупаю еще такие же, думаю, так, уже нехорошо. Иду в другой магазин, беру эти же сливки. Та же фигня. Иду в третий магазин. Я написал жалобу в Потребнадзор, что, ребята, у вас какая-то проблема, вот я трижды купил, это явно не магазины, потому что я купил не просто в разных магазинах, но еще и в разных сетях.
И у всех троих эта марка сливок мне попалась полностью свернувшаяся. И здесь что-то не то у вас на производстве. Даже не в доставке, потому что, ну, как бы, доставка у них тоже разная. Да, сливки все скисшие. Ну, все, я написал жалобу, значит, там ее там рассмотрели. Но в итоге сейчас я покупаю эти сливки, они не скисшие. Следующая история про то, как Александр спас горящий дом. Ой, нет, ну слушай, я не то, что его спас. Его спасали пожарники. Просто я с утра встал напротив моего дома и смотрю, какой-то дымок поднимается. Думаю, нифига себе топят. Потом смотрю, нет, как-то многовато для топки. Думаю, шашлык жарят. Ну, я же живу на ресторанной улице. Думаю, странно, конечно, в 8 утра шашлык. Потом я понимаю, что нет, как-то для шашлыка тоже дыма много все-таки. И я понимаю, что все, это пожар как бы. Ну, я звоню в пожарную, говорю, так и так, у вас здесь это горит. А потом уже в новостях написали, что да, там же пишут, во сколько был звонок, там 8:09, ну вот как раз вот был мой звонок. Ну, быстро приехали. То есть я просто знакомым написал. Почему мне было важно, что это именно мой звонок? Потому что я знакомым написал, я засек время после звонка, они приехали через 7 минут. Я знакомым написал, смотри, время реакции 7 минут. Они говорят, слушай, ну это может не твой звонок, может быть раньше кто-то позвонил, а они вот пока ехали, наконец там через 7 минут доехали. И потом, когда в новостях пишут, что именно 8:09, я говорю, нет, смотри, они все-таки за 7 минут доехали. Потому что это именно мой звонок, и они именно через 7 минут были. Вот, он говорит, ну да, прикольно. То есть мне больше в этой части было важно понять, насколько оперативно реагируют специальные службы. Главный совет заключается в том, что нужно приехать в Армению, чтобы понять, подходит она вам или нет. В любую страну. Мгм. Желательно приехать не как турист. Вам в этом жить, и вы должны обращать внимание на какие-то другие вещи, бытовые. Что происходит, так будет. Будет не так, как вас в ресторане обслуживают, а так, как вы видите, люди взаимодействуют. Это окей? Окей, значит, вам страна там подходит. Да, там еще что-то. То есть на какие-то вещи обращать вполне те, в которых вы будете жить. Конкурс. Мы Конкурс, хотим мы устроить позже. конкурс. Вот. За это надо платить? А? За Нет, это- мы заплатим, не волнуйся. Не тебе. Ну вот. Александр, озвучь условия конкурса. Комментарий какой-то написать. Давайте так, чтобы это имело практический смысл. А почему вы не хотите приехать в Армению? И самый убедительный, который можно разумно разобрать и премьер-министру написать, сказать, посмотрите, вот люди не едут именно поэтому. Ну, то есть не из области там все плохо, потому что это плохо, потому что там на ишаках ездят. Никто здесь на ишаках не ездит. Что-то разумное, да? Ну, потому что почему я хочу приехать в Армению, у меня будет один вопрос, почему вы еще не приехали? Логично задать вторую часть вопроса. Да, хорошо. Александр сам выберет самый лучший комментарий. Оставляйте их внизу под видео. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте своим друзьям, пересылайте родственникам. Нажмите на колокольчик. Нажмите на колокольчик, подпишитесь на нас обязательно. Вся информация об Александре, о нас будет представлена в описании к видео. Спасибо, что вы нас посмотрели. Пока. С вами прощаюсь. Да? Да? Ты прощаешься? Тимурка отказывался этот выпуск снимать без пюсика. Да. Ну иди сюда, ленивая ты жопа.